Я много путешествую на разных турендуро, поэтому решил поделиться, какими навигационными приложениями пользуюсь сам и почему. Ролик будет разбит на два сегмента: внедорожная навигация и дорожная. Внедорожная часть будет душной, но через это нужно пройти, потерпите. Внедорожная эксплуатация бывает разная, давайте по умолчанию и имейте в виду, что вы хотите проехать по готовому треку, либо как минимум по существующим тропинкам. Если вы привыкли к Locus Map, Maps.me или типа того, да ради бога, менять привычки сложно, но если хотите с чего-то начать, предлагаю начать с Osmond либо Guru Maps. По функционалу и количеству настроек очень похожие приложения, но единственное приложение подобного рода, где доступ к встроенным спутниковым картам работает без подписки – Osmond. На самом деле в Guru Maps даже в бесплатном варианте сейчас можно импортировать карты, просто нужно немного напрячься. В бесплатной версии Osmond спутниковые карты доступны из коробки, что снижает порог входа. И платная версия Osmond Maps Plus почти в 2 раза дешевле, чем Guru Maps Pro. Я долгое время пользовался бесплатной версией Osmond без страданий, просто ради интереса купил расширенную версию, чтобы пробовать дополнительные функции. Если честно, ни одной дополнительной функции из Maps Plus не пользуюсь. Есть еще совсем топовая версия Pro, где доступен прогноз погоды на карте. Опять же, для хайкинга или грунтовых поездок, ради которых я использую Osmond, мне такой функционал просто не нужен. Слишком короткие расстояния, прогноз погоды все равно не настолько точный, чтобы пытаться по прогнозу объехать стороной дождь. Для осознания общей картины мне удобнее использовать отдельный сервис типа Windy. Там же в Pro-версии Osmond есть режим 3D рельефа. В горных регионах забавно поиграться, но не так, чтобы нужно для хайкинга и эндуро. С точки зрения наглядности маршрута удобнее смотреть график высот в линейном виде. Сразу понятно, насколько крутые подъемы-спуски, либо где трек пойдет вниз, чтобы примерно туда доехать в объезд, если не можешь взять какой-то подъем. Короче, бесплатной версии Osmond нормальным людям хватит. Одна из классных фишек Osmond и Guru Maps – можно выбрать режим отображения карты из нескольких источников. Помимо встроенного каталога, в Osmond и в Guru Maps можно добавлять карты других поставщиков. Например, в Osmond у меня давно доступны спутниковые карты Яндекса и Гугла, в Guru Maps по Европе я тоже катаюсь по гугловской карте. Еще в Android-версии Locus Map можно импортировать карты, но на iPhone упрощенная версия, я не нашел, как можно использовать чужие спутниковые карты. Для импорта дополнительных карт в разные навигаторы есть проект AnyGIS. Нужно понимать, что разные спутниковые карты в разных регионах имеют свою ценность. Скажем, в Европе спутниковые карты от Яндекса полная муть без приближения, однако в России одни из самых качественных бесплатных карт. Еще фишка Osmond – можно накладывать несколько карт друг на друга слоями с настройкой прозрачности. Например, если вас в России не устраивает гибридная карта Microsoft и хотите воспользоваться чисто спутниковой Яндекса без обозначений, но сверху накинуть карту с общими обозначениями и еще одну карту с обозначенными треками, допустим, от OpenStreetMap. А есть не только общие карты, а допустим только с веломаршрутами. И сверху еще скачанных треков можно насыпать, либо плагинов и POI. Всю прелесть спутниковых карт вы поймете на петляющих одноколейных маршрутах с какой-нибудь развилкой из троп, когда вроде все в одну сторону идут. Вот из этой точки идут 4 тропы, первая и вторая соединяются, но в целом это 3 разных параллельных маршрута, которые чуть дальше расходятся. А вот карта с данными OpenStreetMap. Видите, средний маршрут потерялся. Причем забавно, что это самый красивый маршрут из 3. Если едешь по векторной карте, которая не знает этой тропы, метку какое-то время будет притягивать к треку, пока они параллельны. Да и треки не всегда идеально точные, когда точка не строго по треку следует, это нормально. Обнаружишь ошибку в метров через 200. И дело не в Osmond, вот для примера Maps.me или Google Maps. Можно отображать на карте сразу несколько треков, отмечать их разными цветами и так далее. Умеет прокладывать обратный маршрут, что я часто использую, чтобы какой-нибудь эндуро-маршрут в обратном направлении проехать. В случае горных маршрутов это 2 разных приключения. В одном случае спуск с горы, в другом подъем. Фишки с обратным маршрутом я в других подобных приложениях не встречал. Еще Osmond умеет базово редактировать треки. С прошлого года функция появилась и в Guru Maps, и я этим тоже часто пользуюсь. Например, скачиваешь трек, а он избыточный, старт от дома, затем проходит по трассе и съезжает с асфальта. В обоих приложениях можно отрезать у трека начало и конец только до нужного куска, так удобнее и время планировать на маршруте, и лишнее не катать.
Еще отличие навигаторов на базе OpenStreetMap в том, что у них, как правило, неплохо отмечены тропы, пусть даже не все. Когда ты отъехал от грунтового маршрута, например, по треку двигаться невозможно через частную территорию, заросшую тропу или типа того, Osmond и ему подобные неплохо перестроят маршрут, причем офлайн, чтобы вернуться на трек по известным тропам. По тому же принципу Osmond и другие навигаторы с базой OSM умеют вести по дорогам. Если маршрут по смешанным дорогам, не обязательно переключать на асфальтовый навигатор, обычные внедорожные справляются, хотя бывают сложности с односторонними дорогами. И еще в Osmond можно при навигации задать приоритет грунтовым дорогам, что веселее в режиме эндуро покатушки. У обычных навигаторов часто ситуация, что задаешь точку маршрута, а он пытается выехать на асфальт, а затем вернуться на грунтовый трек в самом конце. В общем, я рекомендую выбрать из этих двух приложений. Osmond более мощный комбайн для гиков, но у Guru Maps дружелюбнее интерфейс. От такой духоты отлично помогают Moto4G в Формуле X. Мне нравится наблюдать за эволюцией. Раньше по четвергам в Формуле X была MotoGymkhana и Food Trailer. Класс. Потом появилась мини-ярмарка, а после Джимханы стали показывать кино на большом экране. Отлично. Потом совместно с Джимханой стали проводить бесплатные тест-драйвы разных мотоциклов, готовить шашлыки, вечеринка с диджеем. Сейчас в Формуле X установили бассейны, закупили водных пистолетов для тусовок в жару. Такими темпами в следующем году по четвергам в Формуле может и Металлика начать выступать. Это наглядная иллюстрация развития формулы. Внутри точно так же растет количество магазинов с мотоциклами, экипировкой, запчастями и так далее. Формула X за несколько лет стала лидером, местом притяжения и мотоциклистов, и арендаторов. Я москвичам искренне завидую, потому что если с мотоциклами в Испании проблем нет, есть целые улицы мотодилеров, но даже в самых крупных городах такого выбора экипировки в одном месте нет даже близко, хотя мотоциклистов несоизмеримо больше. Когда бываю в Москве, у меня всегда пунктик – заехать в Формулу X, посмотреть свежий экип. Так что увидимся в формуле. Есть приложения типа Kalimotek, суть которых в том, что вы проснулись в каком-то месте и хотите веселый маршрут. Можно просто попросить проложить круговой маршрут по быстрым или медленным серпантинам на выбор с желаемой длительностью, либо провести по серпантинам до определенной точки. Например, можно там же в приложении отобразить точки достопримечательностей и ездить между ними. В тех регионах Испании, которые я хорошо знаю, справляется неплохо, стараясь вести по попсовым байкерским маршрутам. И это не один маршрут. В Kalimotek можно нажать кнопку «Перестроить» или задать общее направление. Приложение пересчитает какой-нибудь другой маршрут. У меня часто спрашивают, где покататься в Испании. Проще Kalimotek установить и в пробном периоде покататься, если не нарушаете. В подобных приложениях часто есть готовые пользовательские маршруты, и приложение показывает, какие рядом треки есть, иногда с рейтингом. По сути, можно подобные треки на Wikiloc бесплатно скачать, хоть асфальтовые, хоть внедорожные. Там больше базы пользователей, соответственно, больше маршрутов с фотографиями, комментариями и описанием на 3 страницы, если автор не ленился. В том числе у Wikiloc есть треки для асфальтовых маршрутов, не только внедорожных, и не только по Европе, но и в России. Последние пару лет активно наполняется маршрутами именно в России. Я базу Wikiloc использую для хайкинга и эндуро маршрутов, иногда посматриваю асфальтовые маршруты, там тоже бывают жемчужины. Настоятельно рекомендую подружиться с базой, неважно, съезжаете с асфальта или нет. У Wikiloc тоже есть свое приложение, но оно как дополнительное, даже до начала трека предлагает проложить маршрут в нормальном навигаторе. Плюс специфичный интерфейс с минимумом возможностей и желание вечно записывать трек, высасывая батарейку. Вроде мегакачественные спутниковые снимки, но при этом сильно приблизить невозможно. И все это у Wikiloc годами продолжается. Хотя пользование самой крупной базы треков в один клик – это шикарное преимущество, я бы даже согласился на подписку, но авторы явно не хотят мои деньги. Основной асфальтовый навигатор для меня – Waze. Не все умеет, база POI не самая подробная, однако фишка Waze в социальности. Он подталкивает ставить свои метки и постоянно спрашивает актуальность чужих меток, через которые проезжаешь. Они делают упор на социальном взаимодействии, используя все ресурсы. И геймификация, пользователи получают очки, ачивки и скины за то, что добавляют метки или подтверждают чужие. И вопросы об актуальности меток чуть перекрывает интерфейс, чтобы мотивировать на ответ. Единственное, у Waze нужно в настройках подключать отображение мусорных данных на карте типа других пользователей Waze и оставить только те метки, которые интересуют.
У Waze большая база пользователей, поэтому там отвечают в каждую аварию, каждую стоящую машину на обочине или что-то необычное. Ну и, конечно же, там указывают все места засад полиции, камеры и так далее. Много стран в Европе, где на Гугле камеры не показываются, а на Waze они есть. Плюс, если едешь с нарушением, Waze ярко сигнализирует, что скоро будет камера, не пропустишь никогда. Кто быстро ездит, обязательная штука в Европе. Кто не нарушает, возможно, понравится еще пара фишек. Например, Waze перечисляет список вариантов маршрутов до точки и сразу показывает приблизительное время и стоимость проезда по платным дорогам во всех вариантах. Если жестко ограничить платные дороги, иногда приходится делать крюк только из-за того, что проезд по какому-нибудь тоннелю стоит пару евро. Жесткое ограничение платных дорог не всегда оптимально. Также Waze умеет искать заправки с указанием актуальной цены выбранного топлива. В Европе, как правило, заправки с самообслуживанием процентов на 10-15 дешевле заправок с кассиром. Если нужно найти организацию или по пути заехать в МАК, Google справляется с этим гораздо лучше, к Waze доверия в таких вопросах нет. Плюс в Google отзывы, фотографии и вид со спутника. Если у вас бизнес, вы будете следить за актуальностью данных в России на Яндексе и Гугле, в Европе только в Гугле. Это особенно важно для каких-нибудь паромов, снегопад и так далее. Глупо отрицать, что Яндекс.Карты в России и Google Maps в остальном мире может что-то заменить. Дополню про остальной мир. Есть интересное предложение blitzer.de, которое хорошо знает камеры, в том числе мобильные. Приложение рассчитано на Германию, но работает и в других странах Европы. Главная фишка – приложение может работать в фоновом режиме и голосом предупреждать о камерах, даже если вы используете в это время основной навигатор. Например, из-за того, что Google толком не предупреждает о камерах, а ты не всегда смотришь на экран, удобно использовать в связке с Blitzer. Либо удобно использовать чисто в голосовом режиме, он будет и повороты подсказывать, и о камерах предупреждать. Если ролик был полезен, поблагодарить меня можно на Бусти или Патреоне, где все еще сбор на новый дрон. И спасибо за просмотр.